Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. В пятницу 11 декабря произошло убийство, которое шокировало всю Молдову. Полиция, прибыв на место происшествия, обнаружила умершую 40-летнюю женщину с многочисленными ножевыми ранениями. В течение короткого времени полиция задержала 21-летнюю дочь погибшей, которая является главной подозреваемой. Это произошло в небольшой и тихой Гагаузии, автономной территории, принадлежащей Республике Молдове. Василий Аладов – примечательная личность в Гагаузии. Он занимается бизнесом вместе с братом, владеет птицефабрикой и является крупным землевладельцем в молдавском городе Камрат, где и проживала его семья. Также Василий баллотировался на пост мэра Гагаузии в 2019 году. Он очень своеобразный человек, говорят в Гагаузии. Это как Рената Усатый в Бельцах, только более откровенный вариант. Он запомнился согражданам агрессивной предвыборной кампанией, в ходе которой Аладов угрожал членам местного ЦИК, обещал заразить их СПИДом и различными венерическими заболеваниями, угрожал Ирине Влах, действующей башкан Гагаузии, и грозил въехать в ее автомобиль на полной скорости, выпив бутылку водки. Башкан – так называемая вышестоящая должность в Республике Молдове. В предвыборной кампании Аладова были выдвинуты такие предложения, как борьба с подпольными абортами и внедрение в школьную программу с 7 класса предмета о последствиях абортов, а также составление учебников под названием «Учебник семейной политики», чтобы школьники с раннего возраста осознали всю степень последствий. Нужно провести демографическую политику. Из-за незнания и по причине того, что девушки недооценивают последствия, происходят подпольные аборты. Это наносит колоссальный ущерб женскому организму и в будущем не только делает их бесплодными, но и повышает риск развития онкологических заболеваний, а также повышает смертность, заявлял Аладов. Мужчина был зарегистрирован ЦИК Гагаузии в качестве кандидата всего один день. До этого ЦИК отказал Василию Аладову в регистрации, указав на нарушения при подаче документов. Апелляционная палата Кагул тогда удовлетворила иск Василия Аладова по отмене решения ЦИК Гагаузии, отказавшего ему в регистрации в качестве кандидата на выборах Башкана. Но решение апелляционной палаты было оспорено в ВСП, и Аладов не был допущен к выборам. Анна Лейкович, дочь Василия от первого брака. Но безбедное существование 21-летней дочери поддерживала скорее ее мать, 40-летняя Прасковья Лейкович. Она работала в Германии, чтобы обеспечить будущее дочери. Сама девушка, будучи студенткой медицинского, ни в чем не нуждалась. Судя по аккаунту девушки в одной из запрещенных соцсетей, она много путешествовала, активно занималась фитнесом и поддерживала отличную физическую форму. Любила красиво одеваться и ходить на вечеринки. У студентки было всего 9400 подписчиков, что в общем-то немного для популярной соцсети. Однако у нее было желание расти в качестве инстаграм-модели и прославиться. Многие отмечали эффектные внешние данные девушки. Да она и сама прекрасно осознавала, что выглядит впечатляюще, непозволительно красиво, подписала владелица аккаунта одной из своих селфи. Как у многих популярных инфлюенсеров, контент Анны изобилует снимками из путешествий по Европе, в том числе на Эйфелевой башне и в Лувре, а также перед дизайнерскими магазинами, такими как Gucci и Prada. Неизвестно, насколько Аладов участвовал в жизни дочери, ведь в его семье был еще один ребенок – маленький сын, совсем еще малыш.
Но, видимо, помогал, раз девушка вела на показ настолько шикарную жизнь. В августе 2020 года Василий Аладов и его брат Виталий были арестованы. Как сообщали источники, в отношении братьев Аладовых началось расследование по уголовным делам, по нескольким эпизодам. Василия и Виталия Аладовых якобы обвиняли в том, что они на своей машине совершили наезд на полицейский автомобиль и угрожали главе полиции Камрата Николаю Томайле. Василий Аладов проходил по делу о хулиганстве и ограблению. Его брат еще из-за угрозы. В соцсетях среди пользователей ходили разговоры похлеще. Местные утверждали, что Аладов когда-то был осужден за изнасилование. Василий Аладов и его брат Виталий являются еще теми персонажами. На их счету более 30 уголовных дел, включая изнасилование. Также мошенничество и многое другое. Кличек у них много – бульдоги, толстолобики, хот-доги. Люди очень опасные и лживые. Ранее творили полнейший беспредел в городе. Вспоминается мне еще случай, когда у них дома была электрическая установка для отопления дома и всего остального. Так вот, когда зимой они включили эту установку на полную, то у всей улицы не было света. По скриптум, за свет они не платили, так как подключались мимо счетчика, утверждал в сети некий пользователь. Пока родственники Анны уже пребывали в следственном изоляторе, девушка продолжала наслаждаться жизнью и тем, что ее мама, Прасковья, давала деньги и не вмешивалась. Но однажды женщина вернулась домой с заработков и застала дочь в ужасном состоянии. Бабушка Анны также жаловалась на внучку, что та не слушалась и вела аморальный образ жизни, в том числе злоупотребляя наркотиками и алкоголем. Вскоре из-за передозировки наркотиками к ним домой пришлось вызвать скорую и полицию. Мать и бабушка настаивали на принудительном лечении Анны от наркозависимости. Прасковья наняла специалиста-психолога. Он дважды встречался с девушкой. Чтобы продолжать сеансы, Анна должна была переехать в Кишинев. Как рассказывал специалист в этой области Сергей Николаевич, несколько раз приезжавший для консультаций в Комрат из Кишинева, девушка ему призналась, что просто покуривала какую-то травку. Она сама не знала, что именно, и какие-то таблетки. С многими вещами она согласилась и в конце сказала, что когда маму проводят за границу, возможно, она согласится прийти на реабилитацию в их центр, что ничего в этом ужасного нет. У Анны был молодой человек, имя которого не называется в СМИ. 11 декабря 2020 года Анна пришла к нему в гости и принесла шампанское. Предложив бойфренду выпить, она очень спокойно рассказала о том, что убила мать, но отвечать на прочие вопросы отказалась. Шокированный молодой человек дождался, пока та уснет, после чего отправился к ней домой, чтобы проверить, правда это или нет. В результате чего обнаружил бездыханное тело 40-летней женщины в луже крови в ее собственном доме. Придя в ужас, парень немедленно вызвал полицию, сообщив, что Анна находится у него дома. Прибывшие судмедэксперты обнаружили на поверхности тела женщины многочисленные следы насильственной смерти. Анна была задержана в квартире бойфренда по горячим следам, и вскоре начался допрос. Такого жуткого убийства тихий и пристойный Камрат никогда еще не видывал. Оказалось, что девушка ударила свою мать ножом несколько раз, но этого ей показалось мало, и она решила вырвать сердце из груди умирающей женщины. В это сложно поверить, но она вырезала сердце в самом буквальном смысле слова. Дочь разрезала тело матери вдоль и извлекла орган. Впоследствии она расчленила труп, удалив ножом кишечник и легкие. Как оказалось, в момент совершения расправы Анна находилась в состоянии наркотического опьянения. Позже судебно-медицинские эксперты установили, что женщина была еще жива, когда ее дочь вырезала сердце. По одной из версий, в тот вечер между матерью и дочерью произошел конфликт из-за того, что мать хотела сдать свою отбившуюся от рук дочку в наркологическую клинику. Однако дядя Анны, Владимир, отрицал, что Прасковья хотела упечь насильно свою дочь в реабилитационный центр. Это была очень хорошая семья. Прасковья очень любила свою дочь и проводила с ней столько времени, сколько могла, объяснял он. Однако мужчина подтверждал на тот момент, что племянница около года назад начала употреблять наркотики.
Во время того, как проходил допрос Анны, пресс-секретаря управления полиции АТО Гагаузии, Любовь Янак сообщила журналистам. Задержанная, основная подозреваемая. Вероятности других подозреваемых просто нет. На вопрос, бытовой ли это конфликт, она ответила. По практике скажу, что бытовые конфликты обычно заканчиваются одним ножевым ранением. А то, что было совершено, нас поразило. Требуется тщательное расследование, чтобы прояснить мотив убийства. Срок предварительного ареста истекал 14 декабря. Но прокуратура не стала тянуть до понедельника, и вскоре Анне было предъявлено обвинение в совершении убийства матери. Так что же произошло с совсем еще молодой девушкой, чтобы она оказалась способной совершить такое жуткое по уровню жестокости преступление? Неужели наркотическая зависимость настолько смогла изменить личность? С психологической точки зрения, для того, чтобы разрезать тело близкого человека и вырезать из него сердце, надо и без наркотиков иметь достаточно поврежденное сознание, не иметь моральных принципов и общечеловеческих ценностей. В сети девушку назвали теперь новым прозвищем – «Камрадский монстр». Вскоре появилась другая версия, что это жуткое убийство – не что иное, как разборки между торговцами наркотиками и госструктурами. Преступление было совершено не просто наркозависимой девушкой в состоянии аффекта. Ей якобы помогли расправиться с мешающей матерью, ведь предположительно ссора, закончившаяся хладнокровным убийством, касалась необходимости лечь на лечение от наркозависимости. Возможно, вырезанное сердце матери – это ответ на облавы антидрог, перехваты мелких дилеров синтетических наркотиков, поиск продавцов в телеграм-каналах. Девушку якобы подставили, втянули в убийство. Такие мысли возникли хотя бы потому, что такое сотворить с телом – непростая задача. Тут нужна особая жестокость. Она моя ученица, но она такой не была, хотя иногда проявляла характер, но не была агрессивной, рассказал директор Кагульского медицинского колледжа Сергей Беденеу. Судебно-психиатрическая экспертиза молодой женщины, проведенная после убийства, показала, что по своему психическому состоянию Лейкович не способна правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и не может давать показания по делу. Лейкович смеялась, выступая в суде. На вопрос журналиста, убивала ли она или калечила ли свою мать, она рассмеялась и ответила: «До свидания». На видео судебного процесса видно, как она лежит на скамье подсудимых, чистит ногти, затем встает на скамью, когда судья входит в зал суда. Количество подписчиков в аккаунте Анны Лейкович резко увеличилось после того, как она прославилась в новостях на всю Молдову. У нее каждую минуту все больше и больше подписчиков. Еще вчера было 7600, если верить статье. Буквально секунд 40 назад 6 человек подписалось. Я не могу понять, ее подписчики ею восхищаются? Поражается кто-то из комментаторов. Неудивительно, что у людей не укладывалось в голове, как такая ухоженная красавица могла совершить убийство в стиле маньяка из триллеров. «Эх, такие формы теперь на нарах гнить будут», написал некий пользователь под одним из последних снимков Анны. В рубрике «Суть событий», которая выходит в эфир по понедельникам, психолог Инна Вудкарева предположила, что поведение обвиняемой могло быть вызвано действием синтетических наркотиков. Это поколение синтетических наркотиков очень сильно влияет на психическое состояние людей и, к сожалению, порождает психотическую реакцию. То есть у человека могут быть слуховые или визуальные галлюцинации, абсолютно неподконтрольные эмоции, прокомментировала женщина. В августе 2021 года появились сообщения о решении суда. Из официальных источников стало известно, что так как судебно-психиатрическая экспертиза признала Анну невменяемой, то в тюрьму ее не посадят, и она будет направлена на принудительное лечение. От уголовной ответственности она была освобождена в силу отсутствия состава преступления, субъективной стороны. Эксперт посчитал, что она не осознавала своих действий в момент деяния, а значит, не подлежит уголовной ответственности. Теперь Анну Лейкович называют гагаузским чудовищем в ангельском обличье. Ведь кто бы мог подумать,
что симпатичная молодая девушка способна на чудовищный поступок – садистическое убийство самого близкого на свете человека. А вы, дорогие зрители нашего канала, что думаете об этом ужасном преступлении? Что могло стать причиной такой неимоверной жестокости? Считаете ли вы справедливым, что такое преступление осталось безнаказанным? Делитесь вашим мнением в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.